Друзья, я вас приветствую на своем канале «Бизнес по фэншуй», на связи Ксения Давиденко. И в этом видео мы с вами поговорим про тему самореализации. Как реализовать себя на 100%, как реализовать свой потенциал. С этой проблемой я столкнулась буквально 3 года назад. И вы наверняка точно так же проживали, а возможно проживаете сейчас вот эти ощущения, которые я испытывала тогда. Я ловила себя на мысли, что я могу гораздо больше, гораздо масштабнее, гораздо качественней. И во мне вот сидит какая-то такая внутренняя мощь, внутренняя сила, которую я не могу выдать. То есть что-то меня все время сдерживало, что-то все время меня ограничивало, что-то мне не давало выдать эту мощь вовне. То есть это были какие-то сомнения, страхи, а кто что подумает, а кто что скажет. В общем, было вот этих очень много разных мыслей, которые меня сдерживали. И, естественно, я задалась целью, то есть мне стала эта тема интересна, потому что поставила для себя задачу реализовать себя на полную мощь. Ту мощь, которая сидела у меня внутри. Я стала разбираться с этим вопросом, и одна из самых распространенных причин, которую я сейчас назову, ее проживает абсолютно каждый. Абсолютно каждый. Поэтому досмотрите это видео до конца, вы 100% узнаете себя. И эта причина непринятия. То есть что это значит? Как это проявляется в жизни, когда человек находится в непринятии? Например, когда мы что-то сделали, и нас, например, благодарят, говорят «благодарю», «спасибо», что отвечает большинство? Да не за что. Не за что. То есть, смотрите, мы подсознательно не принимаем благодарность. Это самая сильная и мощная энергия, и мы ее не принимаем. Почему? Потому что мы подсознательно, в принципе, находимся в состоянии непринятия. Давайте другой рассмотрим случай. Когда нам предлагают помощь. Например, «давай я тебе помогу» или «чем тебе помочь?» Что отвечает большинство? Большинство отвечает «да ладно, я сама справлюсь». То есть, опять же, когда мы находимся в непринятии, мы подсознательно отвечаем эти фразы. То есть не надо, мы не принимаем помощь. Или следующий случай, который буквально вот на днях произошел, мы разбирали с моим учеником одно из сценариев видео, и я, просматривая его видео, говорю: слушай, блин, из тебя такой классный блогер получится. Я говорю, ты так классно смотришься в кадре, у тебя такой голос, такая грамотная речь. Я говорю, тебе 100% нужно вести видеоблог. На что он мне отвечает: ты знаешь, я интроверт, ты мне уже не первый это говоришь, скорее всего, нет, я не буду этим заниматься. Я говорю, подожди, я говорю, ты посмотри, сколько людей до тебя уже донесли то, чем ты должен заниматься, а ты не принимаешь эту информацию и не принимаешь свое предназначение. Как ты хочешь реализовать себя? То есть, понимаете, когда мы хотим реализовать себя, для того, чтобы реализовать себя, нам нужны новые возможности, да, которые мы пустим в реализацию, которые позволят нам реализовать себя. Нам нужны новые люди, которые помогут это сделать. Нам нужны новые ситуации, которые точно так же помогут реализовывать себя. Возможно, это новые проекты, новый бизнес, новая деятельность. Но так как мы не принимаем, находимся в непринятии, то мы и не принимаем эти новые возможности, новых людей, новые ситуации, понимаете? То есть мы не только не принимаем благодарность, либо помощь, либо еще какую-то информацию. И хуже всего, когда мы не принимаем критику, то есть когда нам доносят какие-то недостатки наши, да, критикуют, говорят, что мы должны в себе исправить для того, чтобы стать лучше. Но мы не принимаем, мы с этим не соглашаемся. Да и много ситуаций, которые происходят с нами в жизни, мы с ними не согласны. Мы считаем, что они несправедливы по отношению к нам. Это могут быть разного рода ситуации, вплоть до отношений с близкими и даже потери близких. Мы не принимаем то, что нам дает Господь. А потом удивляемся, почему мы не можем реализовать себя. Эта тема достаточно широкая, эта тема достаточно обширная, и я бы хотела вас пригласить на свой бесплатный вебинар, на котором я покажу еще ряд причин, по которым
не происходит самореализации, по которым вот этот внутренний потенциал так и остается внутри. Просто посмотрите вокруг. Сколько людей вы видите вокруг себя, которым 50, 60, а может быть еще больше лет, но они так и не реализовали себя. Они просто прожили жизнь, обычно, как все, ничего не добившись. А жизнь, она настолько быстротечна, настолько быстро пробегает время, что порой ты понимаешь, что вот, время было упущено. Поэтому я предлагаю не упускать это время, приходите на мой бесплатный вебинар, и я покажу вам свой путь, как я реализовывала себя, что я делала для этого, какие причины были у меня и с какими причинами сталкиваются те ученики, которые приходят ко мне. И самое главное, как от них избавиться, для того, чтобы максимально реализовать себя на 100%. Друзья, регистрируйтесь по ссылке, ссылка под видео. Просто регистрируйтесь, приходите, и я буду рада с вами поделиться своим опытом. Я благодарю вас за внимание, за просмотр этого видео. Поставьте лайк, напишите комментарий, кто узнал себя в этом видео, напишите, что вы сейчас не принимаете в своей жизни. И самый первый результат, чтобы вы понимали, это осознание. То есть, когда вы осознаете хотя бы ту причину, по которой не получается сделать результат, это уже 50% успеха. Поэтому обязательно напишите, поделитесь со мной своими впечатлениями, своим мнением. Ну и также делитесь этим видео со своими друзьями, родными, коллегами. Пусть у них тоже будет возможность прийти на этот вебинар. С вами была Ксения Давиденко, это мой канал «Бизнес по фэншуй». Мы с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока.